Привет, армия. В момент, который никто и представить себе не мог, два участника BTS, Чингук и Тэхён, внезапно оказались в центре внимания всего мира. Не из-за своих достижений или музыкальных релизов, а из-за эмоционального взаимодействия, которое произошло в частном порядке, но просочилось в сеть и стало вирусным всего через несколько минут. Чингук, который всегда был известен своим спокойным, последовательным поведением и редко проявлял чрезмерные эмоции, сказал что-то настолько глубокое, настолько личное, что это заставило Тэхёна, который всегда казался сильным и харизматичным, открыто расплакаться в конференц-зале штаб-квартиры HYBE. Комната, обычно используемая для стратегических обсуждений, в тот вечер превратилась в исповедальню. Внезапно повисла тишина, как будто у всех выбили воздух из легких. Персонал замолчал, некоторые даже признались, что им было трудно смотреть друг на друга. Атмосфера была такой хрупкой, такой человечной. Точные слова Чингука не были раскрыты, но присутствовавший источник описал это как что-то, что ощущалось как освобождение от многолетнего груза. Тэхён плакал не от злости, а от того, что это было слишком глубоко, слишком искренне. HYBE действовали быстро, что не характерно для них, они приняли радикальные меры, заблокировали публичные выступления обоих артистов, отложили их заявленные выступления и даже отменили их выступления на песенном фестивале KBS без дальнейших объяснений, сославшись лишь на внутренние обстоятельства. 3 дня спустя HYBE опубликовали свое первое заявление, краткое, осторожное и двусмысленное, в котором говорилось, что артисты переживают период личных размышлений и что все решения были приняты ради эмоционального благополучия и качества их профессиональных отношений. Однако молчание Чингука и Тэхёна лишь обострило вопрос, что же произошло на самом деле? СМИ, как местные, так и международные, быстро сформировали теории, от эмоциональных разрывов и незаживших прошлых ран до конфликтов, вызванных коммерческим давлением. Обозреватель Korea Herald даже назвал этот момент моментом, обнажившим слои душевных ран, скрытых идеальной хореографией и идеализированным образом. После инцидента ни один из них не проявлял никакой активности в социальных сетях, не было ни историй, ни постов, ни общения. Внутренние источники сообщили, что Чингук решил уехать на Чеджудо, а Тэхён был в Канвоне со старыми друзьями. Они расстались не для того, чтобы дистанцироваться, а чтобы дать себе передышку, которую им не хватало среди мирового внимания. Вопрос был уже не в том, ссорились ли они, а в том, что они на самом деле пытались донести друг до друга, что они наконец-то больше не могут сдерживаться. Армия разделилась. Некоторые предполагали, что это приведет к созданию масштабного документального фильма или стратегии сольного запуска, другие же предпочли молчать, молясь издалека, ожидая с пониманием. Но одно было ясно – это не было частью постановочного сценария, не частью рекламного трюка. Это была реальность, человеческие раны, которые прорвались наружу после слишком долгого подавления и были случайно зафиксированы системой, которая никогда не была предназначена для записи слез. Группа HYBE, давно известная своей тщательной защитой личной жизни BTS, наконец опубликовала второе заявление 13 июля 2025 года. Они признали отсутствие перманентного конфликта, но и не отрицали наличие серьезных эмоциональных переживаний. Они заявили, что участники получают профессиональную психологическую помощь и попросили общественность дать им время и пространство. Однако за дипломатичным корпоративным языком внутренние документы, просочившиеся на фан-форумы, раскрыли нечто более глубокое. HYBE сформировали специальную команду под названием «Команда эмоционального восстановления», состоящую из клинических психологов, медиаконсультантов и экспертов по межличностному общению. Эта команда работала непосредственно под руководством стратегического отдела BTS. Это означало, что это был необычный кризис. Он касался стабильности эмоциональной структуры в фундаменте группы, ставшей мировым символом. Когда два ключевых столпа группы, Чингук и Тэхён, открыто раскололись, последствия кризиса вышли далеко за пределы фандома. Тем временем, мировое сообщество ARMY отреагировало ошеломляющим образом. Некоторые создавали исцеляющие фан-арты и стихи поддержки, публиковали сообщения о мире в социальных сетях и даже отправляли цветы в офисы HYBE как символ надежды на примирение.
Однако не все было мирно. Небольшая часть фандома спровоцировала бурные спекуляции, впутала имена других участников и разделила то, что должно было стать пространством исцеления. Примечательно, что к ним присоединились обычные пользователи сети и даже не фанаты. Эта проблема уже касалась не только BTS, она касалась того, как корейская индустрия развлечений относится к эмоциям своих айдолов. Некоторые активисты и законодатели начали настаивать на серьезном обсуждении защиты психического здоровья артистов, превратив этот момент в национальный сигнал тревоги. Теперь мир ждет. Не драматического объяснения, а знака, что у них все в порядке. Что пролитые ими слезы найдут место, где высохнут, они будут спрятаны. Одно несомненно, когда Чингук наконец решил заговорить, а Тэхён заплакать, это был не конец, это было начало чего-то более честного. Потому что под блеском BTS все еще есть место для человечности. И, возможно, именно поэтому мир влюбился в них. И в тот день мир стал свидетелем того, чего никак не ожидал ни концерта, ни награды, ни релиза песни. Но момента честности, который превзошел границы сценического мастерства и образа. Когда Чингук наконец заговорил, а Тэхён решил заплакать. Осталось не столько противоречий, сколько отголосок невысказанных чувств. В этой замкнутой комнате два друга, выросшие вместе под гнетом одной мечты, наконец сбросили с себя бремя, которое было слишком тяжело нести в одиночку. HYBE могли бы предпринять быстрые меры, отменить расписание, перенести повестку дня или даже выпустить официальное заявление. Но для ARMY важнее не то, что сделала компания, а то, что чувствовали Чингук и Тэхён в тот момент. Потому что слезы Тэхёна в тот день были не только его слезами, но и жизнями любого, кто когда-либо испытывал боль, улыбаясь перед всем миром. И слова Чингука, хотя мы и не слышали их полностью, стали символом того, что даже самым сильным иногда нужно сказать «я устал». Теперь мир ждет. Не разъяснений, не пресс-конференции, а знака, что у этих двух друзей все будет хорошо. Что, несмотря на давление и всеобщие ожидания, они все еще заботятся друг о друге, даже молча. Ведь в конечном счете BTS — это не просто 7 человек на сцене, а история людей, которые продолжают бороться друг за друга в мире, который не всегда добр. И поэтому любовь ARMY никогда не угасает.